От пациента. Боль под правым и левым подреберьем постоянного характера. Ноющая боль не зависит от приема пищи и физической нагрузки. По 10-бальной шкале боль около 6. Не проходит по приеме обезболивающих или антацидных средств, а также от омепразола и других препаратов для лечения желудка. Боль началась около года назад с постепенным увеличением. Сейчас боль иногда мучительная. Сдавал биохимию на ней лишь незначительное отклонение от нормы, а именно одного показателя, как билирубина. На общем понижено тромбоциты до 105. Из обследований, кроме КТ, делал УЗИ брюшной полости, где определили апстоз одной из почек и образование на печени. Из вышеперечисленного хотелось бы добавить постоянную слабость и частую температуру 37,4. Делал также много раз ФГДС. Говорили ничего страшного, находили всегда ревматозную гастропатию, которую лечили антибиотиками омепразолом с нальпазой. Из анализов иногда повышена эритроциты, но незначительно. Болит также грудная клетка посередине, тоже постоянно. И есть боль ровно по центру в эпигастрии, а также сзади в правом подреберье. Моча часто темного цвета, но не как пиво, примерно темно-желтая, как янтарная. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1990 года рождения. Дата исследования 24 марта 2020 года. Область исследования. Брюшная полость, забрюшинное пространство. Контрастное усиление не проводилось. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень увеличена, КК-РПД 171 мм, КРЛД 55 мм, контуры четкие, ровные. Нативная плотность диффузно неоднородна, плюс 56, плюс 77 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены 17 мм. Субдиафрагмально визуализируется гиподенсное образование размером 13 на 11 мм. Нативной плотности до плюс 45 Хаунсфилда. С нечетким ровным контуром. Узел регенерации. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена 108 на 54 мм, с четкими ровными контурами, без РЖ контрастных очагов. Диаметр селезеночной вены до 7 мм. Поджелудочная железа размерами 27, 26, 25 мм, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотностью плюс 37, плюс 56 Хаунсфилда. Берсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. В обоих почках выявлены немногочисленные рентген-контрастные микролиты диаметром до 2-3 мм. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Заключение. КТ-картина гепатомегалии за счет правой доли, диффузных изменений тканей печени и поджелудочной железы, портальной гипертензии. МКБ. Микролиты обеих почек. Образование печени. Для уточнения диагноза рекомендовано КТ с контрастом. Рекомендована консультация гепатолога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. По жалобам и КТ-картине у вас признаки заболевания печени, более вероятно формирование цирроза. Для уточнения диагноза вам нужно гепатологу, специалисту по заболеваниям печени. Про образование печени при КТ без контраста судить крайне сложно. Нужно исследование с контрастом. Но в заведении, где делали это исследование, не ходите, томограф там плохой. Дозу лучевой нагрузки вы получили большую, 8,7 миллизиверта. На современном томографе это около 3 миллизивертов. Изображение по качеству так себе.